Это утро я решила начать с айс-латте и готовлю его без кофе, а на основе цикория. Я просто беру лед и также растительное молоко. У меня сейчас молоко из кешью, также люблю соевое молоко, потому что в нем много белка. Просто добавляю охлажденный цикорий, этот со вкусом фундука, заказывала его на iHerb. Получается прекрасный охлаждающий летний напиток. Сейчас можно включить музыку и добавить немножечко звука и начать готовить скрэмбл с тофу и сырной ноткой. Для этого, собственно говоря, мне понадобится тофу, также овощи, их я нарезаю. Вот что получается, когда одной рукой держишь камеру, а второй пытаешься нарезать чеснок. Так-то лучше. Быстренько давим чеснок. Отправляем все в разогретую сковородку. Также изначально я добавлю оливковое масло. Let's go to an art museum, I'll explain it at the coffee shop. I know you don't get it, but there's no need to fret it. It's like a gift, it's about the thought. Оставляю овощи на небольшом огне тушиться приблизительно 5 минут. И когда томаты пустили уже свой сок и все выглядит примерно так, я беру тофу и разминаю его вилочкой. Также опционально можно добавить пищевые дрожжи, они придают сырный вкус, мне лично такой вариант больше всего нравится. Туда же добавляю перец, стандартные специи, соль и такой соевый соус без глютена. Аккуратненько выкладываю, или как уже получится, выкладываю на тарелочку. Также сверху я добавляю зелень и уже можно кушать. Приятного аппетита! Кстати, эта яичница, она по содержанию белка даже больше, чем обычная, и на 250 грамм тофу получается 25 грамм белка. И она очень вкусная, легко готовится, это один из моих любимых завтраков. А что касается обеда, я бы хотела приготовить и приготовлю тайскую кашу. Это каша рисовая с кокосовым молоком и манго. Манго вы можете заменить на банан, например, либо же на клубнику, в принципе, любые фрукты, потому что знаю, что манго можно иногда не найти иногда прям спелый, мягкий, как должен быть. Если вы захотите приготовить что-то новенькое, попробовать какую-то необычную еду, то рекомендую приготовить эту кашу. She doesn't text me on the weekend. Don't wanna know what she's up to. Calm down. If I close my eyes and focus on my own mind. Рис уже варится, и теперь я открываю банку с кокосовым молоком. Ну, как получается. И желательно использовать жирное кокосовое молоко, либо же кокосовые сливки, что еще лучше. И
И мне лично еще нравится добавить сухое молоко кокосовое, тогда вкус получается более насыщенным. Я просто все это на сковородку выливаю и добавляю туда сахар, размешиваю и подогреваю, но не кипячу. Когда рис будет уже практически готов, я добавляю эту смесь в кастрюлю и еще на маленьком огне буквально 10-15 минут довожу рис до готовности. But I never thought that we'd survive this distance. If I close my eyes and think about all of the times that we said, now that I found it, I just can't live without it. And if it's only for the night, then that would be alright, yeah. And when you're laying there beside him, I hope you crack a smile and think he's no competition. He's no competition when you're with him. His touch, his kiss, your name on his lips. He's no competition. I don't know how much longer I can do this. I'm scared to death to lose you, but the truth is, when I'm alone at night and things ain't right, I need to hear you say it, don't lie. Ну что ж, пришло время ужинать, и сегодня у меня безглютеновая пицца веганская с ароматным сыром. Очень легко готовится. С тех пор, как я перешла на безглютеновую диету из-за проблем с моей кожей, я начала пробовать разные рецепты пиццы, и этот мне понравился больше всех. Мне нужно сделать опару, в теплую воду добавить дрожжи, чуть-чуть сахара и соль, оставить буквально на 5 минут до того времени, как образуется пена. When you were younger, you didn't see things quite the same as you do now. But now you're older, you find that sometimes you wish you had stayed a clown, never ever knowing whether you're coming or going. And right now that sounds like Ray's idea. Беру рисовую муку, добавляю опару, также воду, соль и оливковое масло. И замешиваю тесто, оно должно быть приблизительно такой консистенции, более воздушное и мягкое. Оставляю это все на 30-40 минут в теплом месте для того, чтобы дрожжи подействовали. Начинка для пиццы у меня будет стандартная, это томаты, грибы и оливки. Вот уже тесто подошло, и я беру противень, который антипригарный. Это важно, потому что я пробовала готовить на обычном противне, и она прилипает к нему, также на бумагу тоже прилипает, поэтому учтите этот момент. Home base. Well, that's fine by me, and that's fine by everyone else. Я буду использовать веганский сыр чеддер на основе кокосового масла, но вы можете заменить его майонезом, например, постным, добавить пищевые дрожжи. В Украине, например, продается постный майонез грибной, и вот он отлично подходит для замены такого сыра. Ставлю в разогретую духовку до 220 градусов на приблизительно 15 минут. Это зависит тоже от вашей духовки. Like Ray's idea. И такая ароматная румяная пицца у меня получилась. Съела ее буквально за 10 минут. Но ладно, иногда можно. Ну что ж, ребят, на сегодня это были все рецепты, и я надеюсь, вам они понравились. Возможно, вы возьмете себе что-то на заметку и приготовите. Также я обязательно хочу снять рецепт еще о выпечке, о различных десертах без глютена, тоже веганских. Я благодарна всем за просмотр и желаю вам хорошего дня или вечера, что там у вас, я не знаю. И до скорых встреч, пока-пока! Sounds like Ray.